Друзья, всем привет! Сегодня на моем канале еще один замечательный рецепт теста, который идеально подходит для пасхальной выпечки. Я делаю из него булочки с начинкой, а вернее с двумя начинками. Тесто получается мелкопористое, волокнистое, очень мягкое и нереально вкусное. Из него можно готовить плюшки, булочки, рулеты с разными начинками и добавками. Выпечка долго остается мягкой, не сохнет и не черствеет. Если кто-то еще не видел на моем канале старинный рецепт кулича, который я готовлю на желтках, обязательно посмотрите, ссылку оставлю в описании. Также сегодня покажу свой авторский способ формовки булочек. Очень простой и, на мой взгляд, очень красивый. А в конце видео расскажу про один лайфхак, как я сохраняю выпечку долго мягкой, практически как после выпекания. Особенно это актуально, когда выпекается большое количество булочек, рулетов и даже куличей, и нужно сохранить их мягкими. Вот те продукты, которые мне понадобятся для приготовления. Все ингредиенты обязательно должны быть комнатной температуры, а сливочное масло должно быть мягким. Начинаю с приготовления опары. В миску выливаю 160 мл теплого молока, температура должна быть не выше 35 градусов, 25 граммов прессованных дрожжей или же 8 граммов сухих. Немного разминаю их венчиком, чтобы дрожжи растворились в молоке. Для активизации дрожжей всыпаю 1 чайную ложку сахара из общего количества, 4 столовые ложки муки с горкой, также из общего количества. По весу получается 100 граммов. Чтобы было понятно, общее количество муки в тесто 600 граммов, 100 граммов всыпаю в опару, 500 граммов при замесе теста. Муку нужно заранее просеять. Тщательно все перемешиваю до однородности. Накрываю пленкой и убираю в теплое место для подъема минут на 30. Время подъема зависит от температуры на вашей кухне. Рекомендованной температурой в помещении для подъема дрожжей считается 25-30 градусов. В другой миске делаю сдобу. Вливаю 2 яйца и 1 белок. Желток оставляю для смазывания. У меня яйца категории СО. Высыпаю весь оставшийся сахар. Выкладываю 70 граммов сметаны. Сметана у меня жирностью 20%. Добавляю цедры половины лимона. Можно также использовать цедру лайма или половину апельсина. Пакетик ванилина, пол чайной ложки соли. Все тщательно перемешиваю, чтобы все ингредиенты объединились. Делать это можно лопаткой или венчиком. Вот такая однородная масса получилась. Прошло 30 минут, подошла опара. Она поднялась шапочкой и увеличилась в 2 раза. Беру большую миску, в которой буду замешивать тесто. Выкладываю всю опару. Она отлично подошла, хорошо пузырится, дрожжи вступили в работу. Вливаю всю сдобу. Просеиваю 600 граммов муки. Можно сделать это заранее. Муку всыпаю всю сразу и начинаю постепенно все хорошо перемешивать. Вначале мне удобно это делать силиконовой лопаткой. Как только тесто более-менее соберется в комок, подпыляю стол небольшим количеством муки и выкладываю тесто на стол. В описании рецепта укажу точное количество муки, которое я сразу всыпала в тесто, а также сколько муки у меня ушло на подпыление стола. Начинаю вымешивать руками. Вначале оно будет немного липким, но я не спешу добавлять больше муки, так как после добавления масла, тщательного вымешивания и расстойки тесто поменяет свою структуру, а забивать тесто лишней мукой я не рекомендую. Вымешиваю недолго, минут 5-7, эластичности пока добиваться не нужно. Отправляю тесто в миску отдохнуть минут на 20-25. Миску ставлю в теплое место для того, чтобы начали работать дрожжи. Я сегодня буду готовить с двумя начинками. Первая готовая маковая начинка. Я делаю ее заранее и храню в морозильной камере. После размораживания она не течет, остается такой же, как после приготовления. Если интересно, как я ее готовлю, напишите в комментариях, обязательно сниму видео. Если у вас нет готовой маковой начинки, можно использовать сухой мак, количество по вашему вкусу. Вторая начинка – это корица с сахаром и молотым грецким орехом. Ореха у меня сегодня небольшое количество, при желании можно взять больше. Прошло 20 минут, тесто немного подошло. Выкладываю его на стол. Мукой уже не подпыляю. Буду вмешивать 50 граммов мягкого сливочного масла постепенно в 2 приема. Вмешиваю первую порцию 25 граммов.
Вначале масло будет размазываться по столу, это ничего страшного. После тщательного вымешивания оно полностью вмешается, а тесто постепенно будет становиться эластичным и гладким. Вымешивайте как вам удобно, путем складывания, растягивания, сворачивания. Таким же образом вымешиваю вторую часть масла. В общей сложности на вымешивание у меня ушло минут 15-20. В результате все масло отлично вмешалось, тесто приобрело эластичность, абсолютно не липнет к столу и к рукам. Можно его еще вот так оббить об стол, это способствует лучшему развитию клейковины. В результате тесто становится еще более эластичным и однородным. Способ называют французским методом вымешивания. Выкладываю в миску, накрываю и убираю в теплое место для расстойки на 50-60 минут. Прошло 50 минут, тесто отлично подошло, увеличилось в размере. Выкладываю его на стол и начинаю вымешивать. На этом этапе я уже не подпыляю стол мукой. Если у вас тесто будет липнуть к столу, можете смазать стол или руки растительным маслом. Вымешиваю минут 7-10. Делайте это как вам удобно. После вымешивания снова отправляю тесто в миску, накрываю и убираю еще на одну расстойку минут на 30-40. У меня тесто подходило 35 минут. Выкладываю его на стол, буду формировать 12 шариков. Общий вес теста 1167 граммов. Каждый шарик получился примерно по 97 граммов. Вначале делю тесто пополам. Одну часть пока убираю. Вторую немного подкатываю. Разрезаю на 6 частей. Вначале делаю это на глаз, потом взвешиваю на весах, чтобы булочки получились одинаковые. Подкатываю каждый шарик. Лучше накрыть полотенцем, чтобы тесто не заветрилось. Раскатываю по очереди каждый шарик теста в лепешку. Толщиной примерно полсантиметра. Каждую лепешку смазываю или очень мягким, или растопленным сливочным маслом. Растопленное масло нужно остудить до комнатной температуры. Первыми буду делать булочки с корицей. Щедро посыпаю корицей, сахаром и орехом. Сухая начинка хорошо держится на сливочном масле. Показываю свой способ формовки булочек. Скатываю в плотненький рулет. Не нужно тесто специально растягивать. Как оно лежит, так и закручиваю. Разрезаю вдоль, не доходя до края сантиметра 2. Далее складываю каждый кончик крест-накрест друг на друга. Концы подгибаю. Показываю еще раз. Скручиваю. Разрезаю. И сворачиваю. Все очень просто. В результате получаются вот такие красивые булочки. То же самое делаю с маковой начинкой. Смазываю маслом, выкладываю начинку, равномерно распределяя ее по поверхности. Сворачиваю в рулет. Разрезаю вдоль, не доходя 2 см до края. Концы скрещиваю друг на друга, кончики подгибаю. На каждую булочку у меня ушло примерно по 15 граммов маковой начинки. В результате у меня получилось 6 булочек с маковой начинкой и 6 булочек с корицей. Выкладываю булочки на застеленный пергаментом противень, накрываю полотенцем и оставляю на расстойку на 25 минут. Булочки хорошо расстоялись. Смазываю желтком, можно в желток добавить 1-2 чайные ложки молока. Я буду смазывать только желтком.
Когда выкладывала булочки на противень, каждую поправляла, чтобы они не стали кособокими во время расстойки. Отправляю выпекаться в заранее разогретую духовку при температуре 180 градусов вверх-вниз без конвекции на 22-25 минут. У меня булочки выпекались 25 минут, достаю из духовки. Булочки также можно выпекать при температуре 175 градусов примерно 27-30 минут. Получились вот такие замечательные румяные булочки. Обе начинки хорошо держатся. Перекладываю в миску, застеленную полотенцем. Булочки получились очень мягкие, ароматные, хорошо пропеклись. Рекомендую попробовать этот рецепт. Тесто получается мелкопористое, нежное, волокнистое, долго не черствеет. Из этого теста получаются также очень вкусные рулеты с разными сладкими начинками. Очень вкусные булочки. Все ингредиенты с указанием точного количества будут в описании под видео. А сейчас скажу, как я храню булочки, если пеку много. Каждую булочку заворачиваю в пищевую пленку и убираю в морозилку. После размораживания они становятся мягкими, как после выпекания. Конечно же, замораживать их нужно тоже мягкими. Так можно поступить с любой выпечкой. Готовьте с удовольствием. Не забудьте подписаться на мой канал, впереди будет много интересных рецептов. Чтобы их не пропустить, нажимайте на колокольчик. А я говорю всем пока.